Всем привет! Хочу порекомендовать вам канал «Короче о красоте». Там рассказывают о косметологических процедурах, про здоровье кожи и правильное питание. Есть видеоотзыв от Юлии Такшиной после использования программы омолаживания. В планах канала реализовать еще много идей для видео. Поэтому, если тема вам интересна, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал «Короче о красоте» и проявляйте активность. Ну а мы начинаем. Иногда наше лицо говорит больше, чем мы хотели бы сказать. В этом есть и плюс. Пристальный взгляд в зеркало поможет определить, где в нашем организме есть дисбаланс, а возможно и предотвратить будущие болезни. Темные круги под глазами часто унаследованная черта, и здесь ничего не поделаешь. Но если симптом появился недавно, то это может быть недостаток сна, курение, гормональные изменения, аллергия или злоупотребление алкоголем, кофе или соленой пищей. Долгосрочный эффект будет, если избавиться от первопричины. Но для временной маскировки сгодится холодный компресс. Пятна или прыщи на лбу появляются из-за пота или неправильного снятия макияжа. Кожа на лбу также остро реагирует на работу пищеварительной системы, поэтому жирная еда, фастфуд и нездоровые перекусы быстро изменяют ее состояние. Уже сегодня стоит распрощаться с пищевым беспределом и едой всухомятку, и совсем скоро лоб перестанет портить отражение в зеркале. На носу расположено большое количество кровеносных сосудов. Их расширение приводит к изменению цвета. Этому способствуют температурные перепады, аллергия, эмоциональный стресс, насморк или избыток алкоголя. Но в любом случае покраснение будет временным. Достаточно только устранить причину. Если же нос постоянно красный, это повод обратить внимание на состояние своих сосудов, пересмотреть образ жизни и обратиться за точным диагнозом к врачу. Такое случается, когда в организме накапливается слишком много отходов. Обычно это наблюдается у детей, родившихся до 38-й недели. Их печень еще не может работать так, как должна. У взрослых желтуха может означать более серьезные проблемы или говорить о злоупотреблении алкоголем или жирной пищей. Проверить печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, сдать анализы на гепатит и мононуклеоз. Небольшая сыпь на лице может быть вызвана неправильно подобранной косметикой, аллергией, сменой климата или чрезмерным употреблением сладкого. При устранении фактора-провокатора она проходит сама по себе. Но если сыпь охватывает обе щеки в форме бабочки, это считается общим признаком волчанки. Для этой болезни характерны дополнительные симптомы: лихорадка, боль в суставах и синеющие на холоде пальцы. При таком наборе надо скорее идти к врачу. Время от времени у всех бывают сухие или потрескавшиеся губы, особенно зимой или после длительного перебывания на солнце. Трещины могут также быть аллергической реакцией или ответной реакцией организма на некоторые медицинские препараты. Детское правило не облизывать губы на морозе по-прежнему хорошо работает. А еще не следует забывать про бальзамы для губ. У многих волосы на лице могут быть наследственным фактором. У молодых женщин же они могут указывать на то, что яичники не функционируют должным образом. Это называется синдромом поликистозных яичников, что может в дальнейшем затруднить наступление беременности. Стоит обратиться к гинекологу за лечением. Дополнительно пробуйте избегать продуктов с высоким содержанием сахара. Если симметрично на щеках, а также на переносице образовались темные пятна, это классический признак мелазмы, одного из видов гиперпигментации. Она обычно встречается у женщин и быстрее развивается у смуглых людей. Частое перебывание на солнце также способствует ее росту. У молодых женщин мелазма нередко проявляется при беременности. У особо счастливых проходит сама, но уже есть много косметических средств для борьбы с гиперпигментацией: лазеротерапия, отбеливающая косметика и химические пилинги. Если брови или ресницы поредели не из-за неудачных косметических экспериментов, то это может сигнализировать о проблемах со щитовидной железой. Ее слабая активность – признак гипотироза. Часто возникает у людей старше 50 лет. Дополнительные симптомы – вялость, чувство усталости, сухая кожа и необъяснимый набор веса. Анализ крови и консультация врача – вот что нужно делать в таком случае. Подбородок тесно связан с нашими гормонами, поэтому любое гормональное изменение может вызвать высыпание на нем. Но это еще не все. Недостаток сна и жирная пища также могут привести к изменению цвета или прыщам. Старайтесь высыпаться и правильно питаться. Овощи, рыба, фрукты и полезные семена и зерна помогут в борьбе за здоровый кишечник и чистый подбородок. Точный диагноз поставит только врач. Здесь собраны лишь самые распространенные варианты.
Благодарю за просмотр. Если данное видео было вам полезно, ставьте лайк. А также, если такой формат вам интересен, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, нажав на колокольчик. Ну а если вы хотите, чтобы следующий ролик вышел поскорее, то поделитесь данным видео со своими друзьями в социальных сетях. Не забывайте высказывать свое мнение в комментариях и предлагать тему для следующих видео. Желаю всем успехов и крепкого здоровья!